Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 28 декабря, четверг. С удовольствием принимаю вопросы, которые вы в большом количестве мне присылаете для прямой трансляции стрима, который мы наметили с вами на завтрашний день. Однако их так много, и они настолько интересны и, как я понимаю, в высшей степени интересуют моих зрителей, прежде всего из Украины, но они важны и другим зрителям во всех странах, которых так или иначе касается агрессия России против Украины. Так вот, я решил, не дожидаясь завтрашнего дня, начать отвечать на некоторые вопросы, присланные вами, особенно те, которые, как я понимаю, больше всего вас волнуют. Так вот, я на них начну отвечать сегодня. Тем более, что они перекликаются с теми последними сообщениями, событиями, которые происходят вот буквально сейчас на наших глазах. Поэтому без излишних проволочек и вступлений приступим. Продолжается, несмотря на то, что рождественские, а затем новогодние каникулы продолжаются также и переговоры представителей Сената от Республиканской демократической партии по вопросу о выделении помощи Украине, Израилю, там, ну и другие, вы знаете, другие вопросы. И тот факт, что это происходит вот буквально вчера они происходили, сегодня они происходят, этот факт свидетельствует о том, что сенаторы серьезно нацелены на то, чтобы добиться успеха. Ну и администрация США делает кульбиты буквально акробатические для того, чтобы добиться успехов. В этой связи вот некоторые издания я суммировал, что они пишут о предстоящих планах администрации Соединенных Штатов, которые они обсуждают с руководством ВСУ и в какой-то степени с Банковой по поводу того, что хотелось бы, чтобы произошло в следующем году. Это, кстати, та концепция, которую мы с вами обсуждали в общих чертах. Речь идет о укреплении, переходу к активной обороне, строительству укреплений. И они говорят, весьма существенно уже строятся на северной границе с Беларусью. Также идет строительство вдоль линии фронта на восточном и северо-восточном фронтах. Кроме этого, укрепляется противовоздушная, противоракетная оборона, поскольку переход к стратегической обороне, он требует прикрыть города, не дать противнику наносить удары по населению. Затем речь идет о строительстве противотанковых препятствий, рвов. Ну и администрация Байдена, как сообщается, нацелена на форсированное возрождение ВПК или промышленности Украины, которая будет производить снаряды и другие, виды вооружений, ракеты для потребностей обороны. Ну и вы заметили, как-то так внезапно на фоне бравурных заявлений из Кремля о том, что победа вроде близка, с неба начали камнем падать российские новейшие самолеты, а на рейде в Феодосии загорелся уже 5-й большой десантный корабль. Ну, это происходит настолько, так сказать, на коротком промежутке времени и на фоне этих бравурных заявлений, что некоторые наблюдатели, аналитики на Западе даже заподозрили, что в Украину уже поступили истребители F-16, и что это благодаря им уничтожаются российские самолеты и Новочеркасск. Я навел справки, и следующие люди мне объяснили, что F-16 еще не поступили, они находятся уже, в принципе, в готовности отправиться в Украину. Пилоты, в принципе, тренированы, во всяком случае, для того, чтобы выполнить основные миссии, которые, как ожидается, им придется выполнять.
задержка небольшая за логистикой, как показывает практика с теми же танками, логистика кстати, и гаубицами. Логистика – это то, что занимает больше всего времени, но то, что крайне необходимо. Поэтому вот последние точки над «и» ставятся в этом плане. Ну и скоро Украину ждут F-16, или Украина ждет скорого прилета F-16. Хотя, подчеркиваю, F-16, то есть это не они наносили эти последние удары. И вряд ли стоит ждать от них каких-то революционных изменений. Скорее всего, изменения, но они на наших глазах уже происходят. То есть вот эти падения, камнепады самолетов и взорванные, это уже пятый крупный десантный корабль Российской Федерации. То есть это свидетельствует о том, что перелом в ситуации на фронте добиться можно и без надрыва, и для этого, возможно, не потребуются какие-то колоссальные жертвы, какие-то колоссальные усилия. Для этого достаточно поставить определенное, вернее, как не определенное, нужное количество правильных боезарядов, правильных систем вооружения. Су, которые были сбиты, они были сбиты системами Patriot, в частности, теми ракетами, которые называются ПАК-2+. То есть это усовершенствованные ракеты старой модификации. И вот они, значит, натворили вот такое всего за несколько дней. А на подходе ПАК-3 – это новейшая модификация. И вправе ожидать, что удары будут еще более впечатлительными. Ну и помимо этого, Черноморский флот, этот несчастный российский Черноморский флот, как в песне поется, гордость русских моряков, он просто тает на глазах, будучи уничтожаемым страной Украиной, у которой практически нет военно-морского флота. И вот на это обстоятельство в последнее время обращают особое внимание западные аналитики. Вот смотрите, значит, враг окопался. Он окопался на юге, как мы знаем, вот так называемая линия Суровикина. Он ведет, укладывая штабелями мясо на восточном и северо-восточном фланге боевых действий. Но вдруг так как-то сама по себе, ну, в кавычках, разумеется, сама по себе, появляются один за одним ошеломляющие успехи ВСУ на Черном море. 20% Черноморского флота уничтожено, по оценкам американцев и британцев, но остальные где-то загнаны за шконку в район Новороссийска. Ну и тут возникает вопрос, надо продолжать это дело. И я вам, кстати, об этом рассказывал. По-моему, с этой концепцией выступал в общих чертах Тони Блинкен, когда Конгресс потребовал от администрации объяснить, а в чем ваша стратегия, вот он и доложил, в частности, по Черному морю. Превращение Черного моря в озеро НАТО, то есть фактически установление контроля над акваторией Черного моря странами НАТО и прежде всего теми, которые омываются водами этого моря. Потому что, ну, Босфор из Дарданеллы, вы знаете, доктрина Монтро, так просто новые туда корабли не подгонишь, хотя американские авианосцы и те самолеты, F-35 в частности, могут взлетать с авианосцев, которые находятся в Восточном Средиземноморье, но в качестве, значит, ударной силы надводных кораблей это главную роль должны будут сыграть страны Черноморского бассейна. И речь идет о том, чтобы, ну, фактически нанести примерно такое же поражение России на Черном море, как она потерпела в 1854-56 годах в Крымской войне. И это будет величайшее стратегическое поражение Российской Федерации. И для этого нужно сделать, ну, в общем, простые вещи. Нужно
снести Керченский мост, и нужно перерезать вот эту линию Суровикина. Ну, а начать с Керченского моста. И тогда общая ситуация будет выглядеть совсем иначе. Я имею в виду на всей территории, где происходит сражение между агрессором и Украиной. То есть она может измениться очень быстро и очень быстро показать прогресс и возможности ВСУ. И, насколько я понимаю, те виды вооружений, которые необходимы для решения этих задач, они уже, значительная часть поставлена, и поставки эти продолжаются. То есть мы вправе ожидать дальнейших победных действий ВСУ в акватории Черного моря. Ну и там Маринка, да, окей, положили там десятки тысяч, возьмут или взяли уже. Авдеевку, может, возьмут, положив опять десятки тысяч. Но уничтожение Черноморского флота и установление контроля над Черным морем – это катастрофа для России. Это не идет ни в какое сравнение с вот этими селами, которые с трудом захватывают ползком вторая армия мира. Ну, еще одна интересная новость, позитивная. Профильный комитет турецкого парламента проголосовал за то, чтобы дать добро вступлению Швеции в НАТО. А вступление Швеции в НАТО будет означать, что и Балтийское море тоже превратится в озеро НАТО. Ну, вот так вот. Значит, вот вам и новая стратегия. То есть в результате победоносных действий российской армии, в кавычках, разумеется, на полях сражений под Авдеевкой и Маринкой, Россия потеряет выход к Черному и так дальше морю. Вернее, так, она может его иметь, но только при определенных условиях. И то же самое произойдет с Балтийским морем. То есть то, что добивались российские императоры, начиная с Петра и продолжая Екатериной, и то, что профукал Николай II, потерпев поражение в Крымской войне, все это может достаточно быстро вернуться на круги своя. В этой связи, значит, обращает внимание статья, которая сегодня была опубликована в издании японском Nikkei Asia. Вы, наверное, слышали о ней. В ней рассказывается о том, что в марте этого года, во время визита Си Цзиньпина в Москву, Путин сообщил ему, как великую тайну, что Россия готова воевать 5 лет с Украиной, но в конце концов добьется тех сил, тех целей, которые она там поставила. Ну, про цели эти вы знаете. Главное, что привлекло внимание, это сроки. 5 лет войны. Газета обращает внимание, что это было сделано, заявление тогда, когда положение России выглядело не ахти. То есть они с большим опасением ожидали начала украинского контрнаступления, не знали, чем это может закончиться. Ну и Путину нужно было как-то заручиться поддержкой Си на какой-то такой длинный срок, длинную перспективу. Поэтому вот он сказал, 5 лет, типа, не волнуйтесь, мы все под контролем, мы все планируем, мы вопросы решаем. Поэтому не меняйте своего отношения к нам, поддерживайте, по крайней мере, так, как вы до сих пор поддерживали, а желательно еще усилить поддержку экономическую, если можно военную, но только не бросайте нас, мы знаем, что мы делаем. Ну и вот газета размышляет, что это могло бы означать. Ну, во-первых, газета отмечает, что отношения Китая с Москвой не такие уже и радужные. Товарищ Си считает, что товарищ Пу его обманул, нагло обманул, когда он буквально за 4 дня до вторжения в Украину, полномасштабного вторжения, приехал на Олимпийские игры, поскольку он там был один лидер, на него внимание обращали. И, значит, он самим этим визитом как бы продемонстрировал, что он и Си единодушны в том, что дальше произойдет.
Еще незадолго до этого визита оба лидера заявили, что отношения между двумя странами поднялось на невероятно высокий уровень, без лимитов, без ограничений. Ну и товарищ Си якобы считал, что максимум, о чем может идти речь, это о вторжении российских войск на территорию ОРДЛО. Но никоим образом не в полномасштабную агрессию. А когда это произошло, китайцы запаниковали, как пишет газета, и Си почувствовал, что Пу его обманул. Я думаю, что не совсем это так. И это не имеет значения, так это или не так. Почему? Я думаю, было... Кстати, я свою позицию высказывал о том, что там произошло. Наверняка Пу наобещал, что сейчас я все это решу. И Си ему доверился. Если бы Пу удалось то, что он запланировал, за несколько дней или за неделю сделать то, что он задумал, то это было бы только на руку, и прежде всего Китаю. Поскольку тогда Россия устанавливала бы контроль и над Украиной, и над Белоруссией полный. На восточном фланге НАТО образовывался мощный военно-политический кулак. И Соединенные Штаты и НАТО были бы отвлечены на это, а Китай остался бы один на один против Тайваня. Решай свои вопросы и так далее. Но в любом случае, то ли Пу обманул Си, то есть, скажем так, не сказал ему все, недостаточно откровенно обрисовал свои планы, то ли он вообще его обманул. Я согласен с газетой, тут у нас противоречий нет, что Китай, Си должны быть недовольны. Поскольку вместо того, чтобы получить такие плюсы, как давление на восточный фланг НАТО и на Соединенные Штаты Америки, Китай был ввергнут в пучину грядущего, назревающего экономического кризиса, который в том числе был вызван ломкой систему цепочек поставок комплектующих. Он и так страдал после ковида, а теперь еще ухудшилось. Это все ударило по китайской экономике. Да и ударило совершенно невероятным образом. Мы с вами обсуждали, речь идет уже о том, что Китай, экономика падает, ВПК, валовой национальный продукт снижается, и, судя по всему, в долгосрочном планировании, в обозримом будущем, Китай в обозримом будущем никогда не станет первой экономикой мира. Речь идет о ее свертывании. Вот только сегодня Washington Times вышла с большой статьей, согласно которой 99% миллиардов, десятков миллиардов, которые были инвестированы в Китай за прошлый год, вернее, за текущий год, из-за границы, они все уходят. То есть к началу года они еще пришли, а к концу года 99% из них покинули Китай скоропостижно, я бы сказал. Потому что инвесторы посчитали, что те меры, которые предпринимает китайское правительство, явно недостаточны для того, чтобы изменить угрожающее движение экономики к спаду, к свертыванию. Это не может не беспокоить, конечно, товарища Си. Китайцы стратегически всегда делали упор, после Мао, во всяком случае, на то, чтобы побеждать и завоевывать через экономическое развитие, через торговлю свои инвестиции. То есть вот в чем состоит китайское чудо. А не в создании военных конфликтов, от которых экономика страны страдает. Поэтому, как считает Nikkei Asia, есть основания полагать, что отношения между Москвой и Пекином далеко не радужные, и нет оснований предполагать, что они в обозримом будущем изменятся к лучшему. И самое главное, это касается военного сотрудничества. Было несколько дней назад в одной из, по-моему, американских изданий, по-моему, это был Business Insider или Insider,
согласно которому там паническая статья, что чуть ли не Россия и Китай близки к заключению военного альянса. Но это одна. Сейчас, понимаете, конец года. Ситуация непонятная, сумбурная, и каждый спешит высказать свои соображения. И одни и те же факты. Одни вот так интерпретируют, другие сяк интерпретируют. Ну и я вот в этом океане бушующем противоречивых сообщений и анализов, так сказать, лавирую, находя те, которые я считаю на основании другой информации. Все, как это говорится в разведке, всего комплекса информационных сообщений. Вот отсеиваю, где похоже на правду, где имеет смысл, а где фанера. Ну так вот, насчет грядущего или чуть ли неизбежного военного сотрудничества между Россией и Китаем, я считаю, что это фанера. И фанера вполне возможно продвинутая через российские деньги. Потому что вот России вот так вот надо показать. Черт с ним, будет оно сотрудничество или не будет. Главное показать до Западу, что оно будет. И как бы с вами в последнее время это установили, чем меньше успехи орков на полях сражений, тем больше их активность в сфере и ПСО, и пропаганды, и дезинформации. Они перемещают войну из реального мира в мир виртуальный, созданный их пропагандистами, их агентурой влияния, которая, то есть она создает мир, который хотела бы видеть, который в Кремле хотели бы видеть, но который виртуален, понимаете, он не существует. Поэтому и Никей, и я разделяю в этом то, что она пишет, считает, что вряд ли не то, что военное сотрудничество произойдет, вернее, не сотрудничество, а альянс, а то, что вообще будет какое-то сближение. Напротив, они считают, что будет охлаждение отношений. Ну, что касается экономики, но если страна, я имею в виду Россия, продает почти по себестоимости нефть и газ Китаю, ну, кто же от этого откажется? Никто не откажется, к сожалению. Поэтому так происходит. Но Запад все больше и больше закручивает гайки, так что с Китаем все обстоит, ну, не хуже, чем оно могло бы быть. И вообще у меня такое мнение, что эта статья была написана для того, чтобы объяснить или оправдать коренное изменение политики Японии в отношении экспорта оружия. Речь идет, как вы догадались, о поставках Patriot. И тут они впервые, японцы, написали, все это делается так, как я вам доложил уже до этого. То есть Япония имеет право экспортировать в те страны, по лицензии которых они изготовляют определенный вид вооружений, в данном случае это Patriot, потому что у американцев из-за комплектующих недостаточное количество этих ракет и установок. И вот Япония будет, то есть Соединенные Штаты будут поставлять их в Украину, а Япония будет замещать их убытие в американских арсеналах. То есть как раз вот то, что требуется. Потому что согласно американским законам, если ты что-то изъял, 100 ракет куда-то поставил, то ты должен их воспроизвести и вернуть обратно для НЗ, неприкосновенного запаса. И вот для этого, значит, у американцев, для производства в последнее время было около 4,4 миллиарда, а для поставок, для закупки и поставок в Украину. А вот для воспроизводства практически не осталось. И тут Япония спешит на помощь. Но она идет дальше. Она пока только намекает на кое-что, о чем мы с вами уже знаем. В статье пишется, что если действительно Путин намеревается вести войну 5 лет, то это окажет колоссальное воздействие на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. И на Китай, и на планы Китая присоединить к себе Тайвань, ну и вообще на рост напряженности в этом регионе.
С этим, с тем, чтобы справиться с этим ростом напряженности, Соединенные Штаты оказывают и будут оказывать все возрастающую помощь Японии. В частности, несколько месяцев назад была достигнута принципиальная договоренность о поставке ракеты «Першинг». И Япония отказалась от предыдущей своей доктрины, согласно которой она имеет право на оборону только тогда, когда на нее уже физически напали. То есть даже вот они видят, концентрируются войска, развертываются системы нападения китайские, а японцы не имеют права нанести упреждающий удар. Только тогда на них напали. Все, с этой концепцией покончено. Першинги могут наносить удары упреждающие по китайской территории, но для этого не нужны. Поставить их могут только американцы. И, как пишет газета, все эти события, вот эти 5 лет и все остальное, приводит к тому, что на Японию может быть оказано давление с целью заставить ее изменить свое отношение к экспорту оружия. То есть не только. Вопрос уже с першингами, с Патриот решили другое оружие. И не только тем компаниям и тем странам, которые выдали лицензию, но, в принципе, и любой другой, как здесь говорится. Ну и мы имеем с вами основания предполагать, что это типа оправдание или легализация вопроса о поставок снарядов 155-го калибра для Украины совместно с Южной Кореей. Вот какая ситуация у нас складывается. И это позитив. То есть если это дошло уже до Японии, и она взламывает кардинальным образом свою политику, которую проводила с окончания Второй мировой войны, то это, конечно, сильный ход, новый фактор, мощный, который должен повлиять на тех в Сенате Соединенных Штатов, прежде всего представители республиканской партии, кто еще о чем-то там колеблется. Ну, теперь приступим к вопросам. Самые, пожалуй, животрепещущие. Ваше мнение, как правильно поступить с мобилизацией в Украине? Как восполнить людской ресурс? Если часть военнообязанных выехала, часть прячется. Страх погибнуть – логичный страх. Как необходимо поступать государству? Это вот один вопрос я взял. Был еще вопрос, мне пишет зритель, что его сын заканчивает 11 класс, а дочь, по-моему, заканчивает 9 класс. И вот он собрался их взять и вывести с территории Украины, поскольку, как он полагает, война может длиться долго, до бесконечности. Спрашивают, как быть, как я это вижу. Ну что, господа, я могу вам сказать? Тут каждый должен решать сам. Что важнее? Ну, тут у каждого свои ценности, каждый должен определиться. Я не могу давать советы в этом плане, потому что любой скажет, любой недовольный моим ответом скажет, ну, ему хорошо там сидеть за океаном, а мы здесь под обстрелом. И они будут правы. Они будут правы. Только потому, что я нахожусь за океаном, я не могу давать рекомендации, советы. Каждый должен решать сам. Я могу вам привести только вот какой пример из международной практики. Что касается мобилизации. Вот у Израиля в случае войны, и вот сейчас, у них общее количество военнослужащих, которые они могут выставить, это 6,5% от общего количества населения. 6,5%, то есть для Украины это бы означало 1 950 000, почти 2 миллиона человек. Вот что значит мобилизация в Украине по тем правилам, которые приняты в Израиле. Израильтяне, насколько я понимаю, они не выезжают из своей страны. Напротив,
читал в газетах, как американские евреи, когда началась вот эта вся заваруха после террористического нападения Хамас, евреи из Соединенных Штатов возвращались, или где они еще в Европе находились, они возвращались на родину для того, чтобы быть мобилизованными и выполнить свой гражданский долг для защиты земли обетованной. Есть такой аналитик, я бы сказал, мирового уровня, он стратег, он, в частности, консультировал администрацию Рейгана, причем по острейшим вопросам. Там они такие схемы вытворяли для того, чтобы, которые потом были вскрыты и вылились в скандал Иран-Контрас. И зовут его Эдвард Лутвак. Так вот, он где-то месяц назад размышлял по поводу того, какое количество людей нужно выставить Украине, мобилизовать, вернее, и приводил международно принятые нормы мобилизации. По его словам, в случае нападения в среднем по всему миру страна, которая подвергается агрессии, выставляет 10-11% от общего числа населения страны. Не только военнопленных, общего. Сюда и дети ходят, и престарелые, и так далее. В частности, он приводил пример Финляндии. 10% от общего. Зачем он переходит к Украине и считает, говорит, в Украине так прикинем, сейчас где-то даже с учетом выехавших остается 30 миллионов человек. То есть, если по нормам Финляндии может быть или должно быть мобилизовано около 3 миллионов. И пишет Лутвак, если Украина их выставит, то она победит. Точка. Это одна сторона вопроса. Конечно, Израиль и нынешнее украинское государство, я обращаю внимание, государство, я отделяю его от страны, от народа и даже от ВСУ. Я имею в виду правящую вот эту структуру, которая, я считаю, горем Украины, горе в том, что именно эти люди в этот исторический момент оказались в роли руководителей этой страны. То есть это привело к неисчислимым жертвам. Всего этого могло не быть абсолютно. Или быть этих жертв значительно меньше. Произошло то, что они не соответствуют 2 критериям, которые я выдвинул изначально для руководства страной. Во-первых, компетентность, профессионализм. А во-вторых, отсутствие воровских замашек или несклонность к мародерству. Исходя из этого, что касается Украины, так воевать, конечно, нельзя. То есть то, что сейчас происходит, оно противоречит логике, поскольку, опять-таки, то, что вытворяет руководство, любое другое государство уже бы прекратило свое существование. Но благодаря уникальному народу и благодаря вооруженным силам Украины оно существует. Но долго так продолжаться не может. Потому что если это война, то она должна быть войной для всех. Не должно быть для одних это война, для других это мать родная. Не может быть, что одних засылают, причем иногда засылают, если особые враги, или кто-то там в ОПе его не любит, его могут послать туда, где его наверняка убьют. Воевать должны все. Не должно быть батальонов в Монако. Вы обратите внимание, Великобритания. Во всех военных действиях, в которых они принимали участие в 20 веке, везде воевали члены королевской семьи. И в Афганистане, и в Ираке, и когда они сражались на Фолклендах. Везде были принцы крови. Черчилль описывал, как лорды, герцоги и графья участвовали, кто был мобилизован, а кто разминировал территории, где упали там мины, бомбы там, и так далее. То есть взять Советский Союз, Вторая мировая война, сыновья Сталина, они воевали.
дети других членов правительства воевали. И вот когда тут начинаются какие-то передергивания картишек, это свидетельствует о очень неблагоприятных тенденциях, в результате которых все может рухнуть. Вот, допустим, афганская война, которая тогда приносила, казалось бы, страшные жертвы всему Советскому Союзу, хотя сейчас со стороны России они во много крат выше. Но тогда, значит, тоже считалось огромное количество жертв, а генералы КГБ наиболее ушлые, не боевые, там не резиденты, а вот там были партийная верхушка и так далее. Они своих детенышей убирали из-под мобилизации, делали все возможное, чтобы только туда не попали, в эту мясорубку афганскую, их детишки. Но я тогда это определил, я понял, что долго такая страна не протянет. Ну и не протянула. Вскоре после того, как война закончилась, вернее, вывели оттуда войска, вскоре государство-то рухнуло. То есть, если это война до победы, то это должна быть война для всех. И по существу, то есть не может быть такой ситуации, когда солдат за счет собственных доходов и доходов семьи покупает себе все необходимое, всю экипировку, и люди едва сводят концы с концами, а в это время слуги народа взвинчивают себе зарплаты, которые, внимание, эти зарплаты они получают не из тех денег, которые страна зарабатывает в результате развития своей экономики, а из иностранной помощи. Это никакие рамки не лезет. Поэтому, значит, вот с моей точки зрения, разумный выход. Страна дошла до такой сейчас ситуации, когда она должна стать единым военным лагерем. Хватит играться вот в эти там военное положение там и так далее. Власть сейчас должна принадлежать тем, кто защищает. Должна принадлежать ВСУ. Министерство обороны должно быть по возможности убрано как цепочка из всех этих поставок. Ведь это же чудовищно, когда... Вот сейчас я слышу, мне пишут, что на полях сражений у бойцов нет теплой одежды. Как нет теплой одежды? Норвегия 2 месяца назад поставила теплую одежду. Где она? Министерство обороны. Далее пишут мне, ссылаясь на своих знакомых, которые с поля боя, там, с траншеи пишут на каком-то направлении, нет снарядов. В то же время я разговариваю с теми, кто поставляет эти снаряды, говорит, забиты порты. Идут эти снаряды, они поступают в Украину, но Министерство обороны распределяет их зачастую не туда, где они больше всего надо сейчас именно, а туда, где они могли бы и подождать и так далее. Новый министр обороны, про него уже сделали заключение, то есть с точки зрения профессионализма, Леха золотое яйцо, который вообще не шарил в этом деле, да, как министр обороны, он оказывается лучше, чем нынешний Умеров. Вот вам, понимаете, вот вам кадровая политика ОПы, которая набирает сейчас руководителей. Короче говоря, война должна стать делом каждого, она должна быть справедливой, она не должна быть такой, когда для одного это война, а для другого это мать родная. А те, которые на этой войне наживаются, это мародеры, и они должны отвечать по всей строгости закона. Вот тогда есть шанс, а цифры я вам назвал. Поэтому вот что я могу вам сказать по поводу мобилизации, господа. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить первую часть моего сегодняшнего видео ненадолго. Прощаюсь ненадолго. До скорой встречи. Продолжу сегодня же.